День добрый всем, друзья! Привет! И привет с нового города. Как я вам обещала с видео с Ольштына, что встретимся в новом городе. Новое видео, новый город. И да, я продолжаю свою традицию. Новый день, новый город. Я продолжаю знакомиться с Польшей и продолжаю путешествовать по Польше. И сегодня я приехала в город, о котором мечтала очень давно. Очень давно моё хотение сюда приехать, наверное, растянулось на года и года. Почему я очень хотела в этот город? Потому что тут находится самый большой замок в Европе. Я приехала в город Мальбург. Поэтому, если вы хотите этот день провести со мной, то, конечно же, приглашаю, но перед этим не забудьте проверить, подписаны вы или нет. Если нет, то обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, поддержите меня лайками и обязательно жду от вас комментарий. Каждый ваш комментарий – это ваша поддержка мне и моему каналу. Ну что ж, идем знакомиться с новым городом. Город Мальбург. И да, друзья, по своей традиции я, конечно же, начинаю новое видео с нового города на фоне главного вокзала. И скажу вам честно, главный вокзал – это уже достопримечательность. Я еще таких красивейших вокзалов не встречала в жизни. Внешний вид вокзала как будто такой превью к тому, что мы увидим чуть позже, превью к замку чарующему. Но посмотрите на этот вокзал. Этот вокзал уже тоже выглядит как мини-замок. Я очень долго внутри рассматривала гербы каждого города Польши. Это чарующе, это просто, не знаю, это не вокзал, а как будто мини-музей. И этот вокзал, ну, действительно очень чарует. Сам вокзал был построен в 1891 году, но станция Мальбург, она, конечно же, начала работу намного раньше. Ну что ж, я тогда выдвигаюсь в старый город, потому что обещали дождь. Ну, как вы видите, сейчас небо ясное, но я все равно спешу сначала в старый город. Конечно же, тоже по своей традиции замок я оставляю на закуску. Ой, ну вы знаете, мне уже очень нравится, потому что, пройдя с вокзала, будет большая развязка. Смотрите, включайте навигатор, потому что заблудиться на этой развязке реально очень легко. Но пройдя эту развязку, мы входим как бы в город, и тут брусчаточка. Мне сразу напоминает Львов. Но кроме брусчатки, я уже там вдалеке вижу отголоски старого города. Все действительно очень близко. И все очень уютно и чисто, и просто чудесно. Мальбург – очень красивое название города, очень красиво звучит, но название города Мальбург польское, на немецком город назывался Мариенбург. И сам город был основан в 1276 году в качестве замка Тевтонского рыцарского ордена. Ну, о замке, конечно же, поговорим и увидим замок чуть позже. Сейчас я пришла в свою первую локацию, которая, к сожалению, закрыта. Это музеум Miasta Мальбург. Он закрыт, я не досмотрела, поэтому проверяйте в Google работу музеев. Ну, музей в выходные, к сожалению, не работает.
Брама Гарнцарска. Была построена в 1372 году. И эти ворота еще называют по-другому ворота Святого Духа. И эти ворота были построены как часть оборонительной стены. То есть представьте себе, что туда шла стена, и туда шла стена, и высокие стены, конечно же, окружали эти ворота. И с восточной стороны города это были единственные ворота, единственный вход в город в то время. Наверное, сохранившаяся одна из частей оборонительной стены, потому что стена идет прямо к башне. И подождите, я вижу, что там свет горит. Я проверю, точно ли башня закрыта, что-то мне как-то кажется, что может быть и открыто. Ну, короче, друзья, мои теории оказались безнадежны, потому что, как я говорила, что на первом этаже находится ювелирный магазин, и вход сбоку вход, это не террас видоковый, а это тоже приватный вход они себе сделали, поэтому подняться на башню нельзя. Вот. Я пришла к ратуше, которая построена в 14 веке, всем нам знакомый 14 век, но она располагается в очень каком-то интересном месте. Смотрите, там многоэтажки, тут дом, а тут ратуша. Дом жилой, ратуша. Тоже мне как-то немножко не нравится, что тут сразу сделали паркинг. Ну как, такое место классное. Ратуша, историческое здание, причем еще историческое не только тот факт, что она была построена в 14 веке, но и во время Второй мировой войны тут очень погибло много людей. Это был один из пунктов, где убивали мирных жителей. Еще что важно знать об этой ратуше, что стиль этой ратуши готика. И у меня еще такое ощущение, что это здание, оно просто пустует. Немножко мне как-то очень жалко, очень обидно, потому что у меня ощущение, ну просто, что ратушу забыли. О ратуше забыли, и, конечно же, все внимание сейчас в замок, но ратуша в каком-то очень плачевном состоянии, если честно, выглядит. Вон там бутылки из-под пива, мусор. В окнах там видно на втором этаже какой-то тоже мусор. Как-то немножко у меня осадок появился. Но зато ратуша, посмотрите, какой уже открывается вид, замок. Туда мы тоже пойдем, там вроде костел или одна из башен. И напротив тоже еще одни ворота. Пошли тогда сначала к воротам, а потом пойдем к замку. У меня просто тут напротив как раз уже вид открывается. Но ратуша, мне очень жалко, что ратуша в таком состоянии. Еще, конечно, по всему городу есть карта с метками, где есть основные достопримечательности. Мы сейчас находимся, я напоминаю, вон там ратуша, замок виднеется, а это, как оказалось, давний рынок. Но мне, если честно, тоже хотелось бы, чтобы это действительно выглядело как рынок, потому что сейчас немножко оно в очень запущенном, конечно, состоянии. Ну что ж, а я пришла к другим воротам, Брама Маріатська. И эти ворота были как единая оборонительная система города, единая оборонительная система замка. Вот представьте просто, какие тут должны были раньше быть стены. И мне, конечно, очень жаль, что эти ворота тоже используются частными людьми там внутри паб. Потому что ворота сами построены в 14 веке, и, конечно, сейчас вид чуть-чуть другой, как был раньше. Вот я прикреплю фото. Раньше внутри была капличка и был высокий еще шпиль. Но, к сожалению, Вторая мировая война это все уничтожила, и ворота фактически были сожжены дотла. Ворота были сожжены дважды. Первый раз во время Великого пожара в 1848 году, ну а второй раз уже во время Второй мировой войны. И
башни. Ну, очень жаль, что там паб. Почему бы не сделать что-то для туристов. Я понимаю, что паб тоже приносит деньги, но как-то у меня какие-то двоякие чувства, если честно, гуляя по Мальборку. Немножко, я надеюсь, что замок, конечно, это все перекроет. Ну что ж, друзья, сразу напротив Прамы Мариатской находится водонапорная башня. Она тоже в таком очень готическом стиле построена. И, в принципе, это последняя достопримечательность, которую вы можете увидеть в старом городе. Дальше остается только замок. Честно говоря, очень неожиданно, что все так близко. И на все про все я потратила час, если еще считаю, что я снимаю и с вами еще разговариваю. Поэтому смело можете заложить час, чтобы пройтись по старому городу и потом со спокойной душой идти в замок. Потому что я читала, не знаю, насколько это правда, проверю по себе, что на замок надо закладывать времени где-то 3-4 часа. Друзья, как оказалось, что можно подняться наверх этой башни водонапорной. Вход в 11 в субботу, вход в 11, 12 и в час. Так что до 11 мне осталось 10 минут. Я, наверное, подожду и проверю, можно ли войти, подняться наверх. Ребят, я не пожалела, что я подождала 15 минут, пока откроется эта башня. Приходите сюда обязательно, в эту башню. В субботу башня открыта в 11, запускаются люди, в 12 запускаются люди и в час запускаются люди. В другое время просто люди не запускаются, то есть группами, если пускают, то в 11, 12 и час. Но так как я была одна в 11, мне очень милый пан провел личную экскурсию, индивидуальную экскурсию. 50 минут она длилась. 50 минут он мне рассказывал о городе, историю города, о этой башне. Я очень многое узнала, и теперь я по-другому посмотрела даже на ту же ратушу. Я когда буду возвращаться к замку, то вам расскажу, почему такой вид и почему не очень там все так однозначно. Но сейчас про эту башню. Башня сама длиной 50 метров. 50. Мы поднимаемся на высоту 30 метров. Сейчас я вам покажу. Вон там, где вот эти окна. А мы поднимаемся на эту высоту. Была реставрация, так что, если что, лифт есть, но также есть и ступени. Башня работала сама, выполняла свои функции как водонапорная башня до 2004 года. Представьте, до 2004 года еще башня эта функционировала. А реставрация такая большая произошла в 2014, а в 2018 тоже реставрировали ее. Но еще, кроме этого, в башне есть центр такой молодежный, лифт, и не помню, говорила вам или нет, но есть лифт, так что, если что, пешком вам не надо подниматься. Но очень милый пан мне даже дал специальную брошюрку, рассказал мне много всего о городе. Просто я ему так благодарна, насколько он просто с таким запалом в глазах, с такой страстью об этом рассказывал. Конечно же, мне, к сожалению, ничего заснять не удалось, но потому что мне было неудобно, потому что все внимание было только ко мне, и я, в принципе, тоже была включена в разговор, и насколько это все интересно, и мне просто повезло, можно так сказать, индивидуальная экскурсия. Сейчас я отправляюсь в одно место, которое у меня не было запланировано, но мне пан рассказал о нем. Это казармы.
как все говорят, что это город в городе. Это военные казармы, и военные казармы еще действенные. Так что спасибо пану за проводник по 3 местах. Мальборг, Штум и Квидзен. Вау. Что ж, друзья, вот так выглядят кошары, то есть казармы не с высоты. И, кстати, в этих казармах служат и живут военные летчики. Я очень часто, пока ходила, слышала в Мальборке звук самолетов. Оказывается, что тут аэродром военный, и эти летчики, они защищают Балтику, да, защищают Балтийское узбережье, патрулируют постоянно. Вот. А тут еще есть у нас танк. Вот кто интересуется военной техникой, можете почитать. Хотя я вам почитаю, что этот танк был в польской армии, 25-й полк. Они выпускались в 1944 году. И считается, что это самая лучшая, самая универсальная бронетехника Второй войны мировой. Было всего лишь сделано такого типа танков 700 штук. Понимаете, насколько редкий это экземпляр? Всего лишь 700 штук. 45 тонн. Вау, ничего себе. 45 тонн. Но всего лишь 700 штук. 700. Конечно, те, кто интересуется военной техникой, я думаю, что вам будет интересно. Смотрите, какая толстая пушка. А вот это все казармы. Город в городе. Очень благодарна пану за то, что он мне рассказал про это место. Еще что я узнала от пана. Конечно, информации было очень много, и я только так себе думаю, так, надо это сказать в видео, надо это сказать в видео, надо это сказать. Очень интересная история этого города, но я сейчас возвращаюсь к замку, и по дороге, конечно, буду вам сейчас наново все рассказывать. Вон там башня за мной, за моей спиной водонапорная. А вот это сейчас уже место. Но раньше это была ратуша. То, что мы видели раньше ратушу, считается старая ратуша, а вот это была новая ратуша. А пройдя через дорогу и вернувшись к браме, тут раньше была рыночная площадь. Помните, я вам читала на карте, что рыночная площадь тут была. Но вот эти дома были построены уже в 60-е годы, и они стоят на фундаменте старых домов, которые были построены еще начиная от 14 века. Здесь действительно была рыночная площадь. Если я найду в интернете фотографии, я вам ставлю. Была одна из самых красивейших рыночных площадей в Польше, потому что рыночную площадь здесь проектировал тот же архитектор, что в Гданьске, и тот же архитектор, что и во Вроцлаве. Если вы были в этих двух городах, я думаю, вы себе можете представить, как на то время выглядела рыночная площадь. А ратуша стояла посередине. Но вот эти дома выросли в 60-е годы. И что тоже очень грустно, что рыночная площадь была разрушена в 1945 году во время освобождения города советскими солдатами. А когда было освобождение, то есть, насколько мне пан рассказал, что они работали очень похожим методом, как и сейчас работают в Украине. Они сначала обстреливали города с авиацией, с артиллерией, потом пускали танки, и потом аж заходили люди. То есть здесь было все полностью уничтожено. А даже башня водонапорная, там остались следы от пуль, от ракет. То есть это все видно.
И уцелела только ратуша более-менее, поэтому она и, в принципе, реставрирована. Но вот тут вот должны были быть вот такие забытки, да. Но сейчас уже никто реставрировать не будет. Вот. И вообще город очень пострадал во время освобождения. Было очень много всего уничтожено. Ну, война. А в полушаге от замка находится костел Святого Яна Крестителя. Стиль тот же, готика. И обойдя костел тыльной стороной, мы выходим на чудеснейшую набережную. И тут нам тоже уже виден кусочек замка. Ну что ж, пришло-то время нам заходить в замок. Ну что ж, друзья, вот он, величественный замок. Вау, у меня прям дух перехватывает, насколько он огромен. Сейчас вам расскажу вообще коротко историю об этом замке. Сам замок был построен в конце 13 века на берегу протоки Нагат. Вы видели набережную, так вот, речка Нагат – это протока реки Висла. Строительство замка началось в 1278 году, а уже в XIV веке крепость расширилась до 20 гектаров. 20 гектаров, тут гулять и гулять, 20 гектаров. К 17 веку, к сожалению, крепость начала немножечко занепадать, потому что там начались войны, шведская, одна за другой. Также замок пережил 3 раздела Жечь Посполитой, также замок пережил и 2 мировые войны. И, конечно же, то, что пережил замок за столько веков, это очень-очень разрушило замок. Но в 1997 году замок попадает под защиту ЮНЕСКО, и замок стает одной из самых посещаемых достопримечательностей Польши. Вот видите как раз картина, как замок выглядел в 1945 году. 1945 год. И сейчас. Кстати, вот эта мозаика, что вы видите по центру, она еще со времен закону Крzyżackiego. Вот. Я нашла кассы, потому что я сначала пошла туда, но засмотревшись на замок, но кассы вот выделено отдельный домик. Так что иду в кассы и заходим. Ну что ж, друзья, я уже готова к экскурсии, у меня аудиогид. Вход в замок там, начальная точка, оранжевый флажок. Боже, у меня аж сердце колотится от того, что я сейчас увижу, но пока я не забыла сказать, вход по карте поляка бесплатный, без карты поляка регулярная цена 70 злотых. Ну что ж, я пошла! Ребят, я прослушала только что приветствие, и я тут же поняла, что я в ролике вас обманула, потому что этот замок, он считается самым большим замком, кирпичным замком в мире. Больше таких замков не существует. И насчет вот этой статуи, она во время Второй мировой войны была разрушена. Но построили ее крыжаки. Во время Второй мировой войны она была, к сожалению, разрушена, но это реконструкция. Высота 8 метров. 8. Это такая маленькая ремарочка. Все, я пошла.
Парам! И спустя 3 часа я заканчиваю экскурсию по этому замку. 3 часа, ребята, закладывайте, может, даже и больше времени, потому что 3 часа это так. Я заходила в каждый зал, потому что некоторые залы можно пропускать. Я заходила в каждый зал, но я не фоткалась около каждого столпа. Так, грубо говоря, я пропускала фотографии с разными экспонатами, ну, потому что я снимала видео. Видео намного быстрее снимается, чем пока сфоткаешься, пока посмотришь, хорошо или нет. Поэтому смело можете на замок закладывать 4 часа. 4 часа. И то мне кажется, что мы, конечно же, весь этот замок не обошли. Мы только, наверное, где-то в 5-й части этого замка были. То, что нам доступно, то, что уже отреставрировано. И я даже не знаю, как я буду монтировать это видео, потому что замок достоин на отдельное видео. Но, к сожалению, чтобы снимать отдельное видео, надо иметь вот эту чарующую штучку. Я просто вам так не смогу рассказать все, как нам говорил аудиогид. Я единственное, что могу вам показать пару залов и поделиться какими-то своими советами после просмотра. Совет номер 1. Обязательно берите аудиогид. Это и аудиогид, это и карта, это и ваш спасатель в экстремальных ситуациях. Я так понимаю, что там еще и настроен как-то GPRS, потому что, заходя в конкретный зал, тогда только начинается рассказ. Конечно, он нам направляет, куда нам идти, рассказывает, инструкция очень докладная. Еще плюс тут показана картинка, да, куда идти, потому что запутаться тут очень легко и заблудиться тут очень легко. Только аудиогид. Я, конечно, уставшая, но приятно уставшая. Я представляю, что тут творится в сезон, потому что сейчас как бы еще не туристический сезон, но людей очень много. Поэтому я очень довольна, что я приехала именно сейчас, в это время. В некоторых залах удалось даже поснимать, где я была одна. Я думаю, что это очень ценно, когда ты можешь чуть-чуть насладиться этими стенами. Конечно же, и вы видели фотографию, какой замок был после Второй мировой войны, но многие элементы сохранились еще с закона Крыжецкого, еще с XIV века. Пол даже в одном зале был пол оригинальный, пол, по которому ходили рыцари. Это просто вау. Конечно, стены видно, где реставрированы, видно, где оригинал, но я просто представляю, какая работа тут проделана, чтобы вот это все отреставрировать и чтобы открыть двери для туристов. Друзья, я очень счастлива, что я сюда попала. Я очень счастлива, что я посмотрела этот замок. Я просто благодарна, не знаю, всем и все, и этому миру, и высшим силам, и себе, что действительно у меня в жизни выдался такой шанс вот тут побывать. Вот такие эмоции меня сейчас переполняют. Просто благодарности к всему. Ну что ж, друзья, именно в этом месте я буду с вами прощаться. За моей спиной чудеснейший замок. И, если честно, я до сих пор не могу поверить своим глазам, своим чувствам. Еще осознаю потихоньку, что я наконец-то смогла сюда попасть, смогла погулять по замку, смогла прикоснуться к старым стенам, которые простояли много-много веков и до сих пор стоят. Да, отреставрированы, да, возможно, где-то не оригинал, но этот замок стоит. Этот замок открыт для посетителей, и это чудесно. И вот с такими чудеснейшими чувствами я буду с вами прощаться. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Спасибо за добрые комментарии. Кто был в Мальборку, тоже обязательно пишите комментарии, как вам.
Я не знаю, возможно, это видео будет очень сумбурное. Я не знаю, как мне это монтировать, потому что я и камера, и я просто не смогу передать вам это величие, эту красоту. А камера тем более не передает это величие, эту красоту, поэтому приезжайте. Приезжайте в этот замок обязательно. Прощаюсь с вами, не обещаю, что в следующем видео увидимся в другом городе, а возможно, ну не обещаю, но точно с вами увидимся уже в следующих видео. Пока-пока и пока, Мальбо.